Стоит скульптура по этой фотографии, металлическая, французский скульптор. Сделали скульптуру. Ну, как фотографии. В Ниде тоже есть. Но Ниде такая уже я сказал бы, ну, такая Сартру бы хотелось, наверное, больше творческого поиска в скульптуре тоже. Но все равно интересно, как есть скульптуры разные. По фотографии меня спросили, не хочу я подать в суд, что мне не указана моя фамилия, что в моей фотографии. Говорю, нет. Мне хватит того, что я, признание, что я одно время делал, значит, влияние на французское изобразительное искусство. Странно, что он не подпускал фотографов к себе. И когда мы уже вышли покурить, он очень много курил и очень крепкие. Мы вышли покурить в Неринге, но он говорит, что вы пишете, прозу или поэзию? Он подумал, что я молодой писатель. Говорю, я фотограф. Он говорит, а боже мой, я же не подпускаю только одного фотографа к себе, Генри Картье-Брессона. Вы меня так обманули. Говорит, за это должны будете мне фотографии прислать. Хорошо, говорю. Я послал ему фотографии все. Что сделал? 70 фотографий было. Разных. И на второй, потому что их перевозила, хотя и человек с доверием, и его переводчица Ленина Зорина, но и тогда было нельзя переводить чужие вещи за границу. Так она мне попросила не подписывать, чтобы если ее проверять, чтобы не нашли чужие вещи. Вот так я не подписывал, и потом эти фотографии, как Сартр умер, смешались со Сартром, и мои 10 лет мои фотографии ходили как, даже может быть больше, 10 лет, как Генри Картье-Брессон. Говорю, для автора, которому еще и 30 нету, хорош псевдоним. Фотографиям нужен хороший крестный отец. Например, фотография «Маратон». Ну, просто выдающаяся фотография. Одна из самых первых. Там моя университетская любовь. 58-9 год. Но пока ее не купил Элтон Джон, никто так на ее внимание не обращал. А после этого уже вот так. Кто обратит внимание на эту фотографию? Так что фотографам надо очень дружить с вообще всей
творческой интеллигенции, чтоб те больше обращали внимание на фотографию и своими такими вот вниманием распространяли и давали этим фотографиям, ну, такой международный билет, чтобы они могли ходить. А это маратон, это сделано, это во время маратона, я увидел кадр, но чтобы его снимать, я должен был быть, она перегнувшись через перила, мне надо было отшутиться, ну, хоть полметра больше над улицей. Так я собрал у своей компании ремни, связали ремни и привязали мне за ноги и здесь. И так меня высунули. Если ремень лопнул, все, я бы был, не было литовской фотографии. Я успел, ну сколько, наверное, 15-20 секунд. И обратно меня втащили, потому что боялись держать. Это смертельно опасно же. Ну, сейчас эта фотография. Сейчас, конечно, мне фотографии нравятся такие. Я работаю над архивом своим, работаю уже 30 лет. Когда ушел из Союза в 90-м году, а я работал 20 лет председателем Союза, так знаете. Тогда такие фотографии не были, как сказать, были нежелаемы властью, потому что это было очернение советской действительности, советской Литвы. Вот, ну, так сейчас я уже Штайдлу уже 4 книги сделал. Одна уже печатается, 2 вышли. Штайдл делает 5 книг моих. А это праздник песни, которые бывали в Литве каждые 5 лет, по-моему. И тут вот 2, одна из них моя знакомая, ее родственница, 2 уже участники праздника в этих одеждах. Ну и тут там написано реклама фильма «Кролики в гардеробе». И фотография называется «Кролики в гардеробе». Вот так. Такая очень как штамп советского времени. Фильм «Газированная вода» по 1 копейке и за 3 копейки с соком. Ну, а это я снимал в Белоруссии в 1981 году. Это был слет партизан белорусских и литовских. А тут была такая, ну, митинг, посвященный их. И мне очень показалось слава рабочему классу. Тут эти все лозунги. А народ-то выглядит как хор рабов из оперы «Набуко». Посмотрите на лица этих женщин. Так это же лицо эпохи под лозунгами. Люди, которые очень невесело живут, невесело. Я вообще очень много литературы читаю.
читаю, я сейчас вот делал в Белоруссии выставку, так я перед этим прочитал все Светланы Алексеевич книги, перед тем, как сделать выставку. Моя выставка была в Минске и по всем городам. 1,5 года ходила по Белоруссии. Шучу, что вот и тоже к демократии приложил руку. Иду по улице, смотрю, дети ходят с цветками. А говорю, где вы идете с цветами? Да что ты, дядя, не знаешь, что сейчас 1 сентября? Мы идем в школу. Говорю, пойдем вместе. Я пошел в школу и вот увидел было этого парня и еще рука отца, если знаете, моего-то, в руку вцепившись такой. 2 снимка сделал. Этого снимка 2-го кадра практически не было. 1 кадр и все. 2-й уже такой документальный. Но вот и заодно за 1 день, за там полчаса сделать 2 кадра и еще 5, которые пошли в выставки. Вот это такое, значит, иногда внутреннее настроение, даже не настроение, а подготовленность идти на глубокий и чистый контакт с другим, с чужим тебе человеком. Тогда только нажимаешь и все. И кажется, что не ты, а за тебя нажимают. А за этого так, это была очень... В Москве советское фото его отпечатало, пионера. Он получил в Италии Марина Ди Пьетро Санта, кажется, золотой Микеланджело, пионер, и отпечатали его в советском фото. И начали писать персональные пенсионеры из всего Советского Союза. Ведь советское фото было очень распространяем по всему Союзу. Что тут за фотографический Солженицын? Вызвали в ЦК, там беседовали с этой редакторшей, говорит, что плохое видишь? Говорит, если я плохое видела, я бы не печатала. Так это я не вижу, говорит. Он взял эти доносы, эти письма и в машину для уничтожения документов послал. Говорит, и притом нам не нужен 2-й Солженицын, еще 1 Солженицын. Вот так я тогда спасся, но мне посоветовали, пока я работаю председателем, такие снимки, воздерживаться. Потому я слепого пионера, который запечатлен, наверное, в 1962-1964 году. Впервые его я отпечатал в 90-м, когда уже была свобода. А до этого много таких, все мои сейчас вот книги, 80% идет тех фотографий, которые я не мог показывать в советское время. Как-то я в других странах не привык фотографировать. Я нашел, что
надо снимать в той стране, которую ты любишь. А другая страна все равно это чужое. И ты не можешь так проникнуться, так отдать всего себя для съемки.